Только представьте себе эту картину. Древний Египет. 9 сокрушительных казней только что пронеслись по стране. Могущественная империя стоит на коленях, а целый народ рабов, стоит на пороге долгожданной свободы. Атмосфера буквально наэлектризована ожиданием чего-то великого. И вот в этот самый критический момент, когда, казалось бы, нужны четкие инструкции, как выжить, куда бежать, как защищаться, что говорит Бог? Он дает им заповедь о календаре. О календаре. Почему? Почему именно сейчас? В чем тут дело? Вот, послушайте. Месяц этот для вас начало месяцев. Звучит, мягко говоря, странно. Эти люди столетиями знали только рабский труд и удары плетью. Разве у них не было проблем поважнее, чем какое-то расписание? Еда, безопасность, маршрут побега через пустыню в конце концов. Давайте попробуем разгадать эту загадку. Увидим, как этот древний парадокс на самом деле невероятно актуален для каждого из нас сегодня. Мы пройдемся по этим 5 пунктам, чтобы докопаться до самой сути. Итак, давайте нырнем в этот парадокс поглубже. Почему время вдруг оказалось важнее самых базовых, самых насущных потребностей? Оказывается, именно в этом и скрыт главный секрет настоящей, а не мнимой свободы. И знаете, это не какая-то второстепенная деталь. Величайший комментатор Торы, Раши, прямо говорил, вообще-то вся Пятикнижие должно было начинаться именно с этой заповеди. А почему? Да потому что это была самая первая заповедь, данная не отдельному человеку, а всему народу, как единому целому. Это фундамент, основа всего. А теперь давайте сделаем резкий скачок из древности прямо в наши дни. Потому что рабство — это ведь не всегда про физические цепи, правда? Очень часто самые прочные кандалы невидимы. Что такое, по сути своей, психология раба? Это когда твое время тебе не принадлежит. Совсем. Вся жизнь — это не твои решения, а сплошная реакция на чужие приказы и дедлайны. Нет своего завтра, есть только бесконечное сейчас, которое диктует кто-то другой. А кто наши современные фараоны? О, они сменили облик, стали куда хитрее. Это фараон уведомлений, который постоянно дергает нас из смартфона. Это фараон бесконечного «надо», который забивает наш график бессмысленными делами. Это фараон потребления и, конечно, всемогущий фараон корпоративных KPI. И вот она, ключевая мысль, которая соединяет все воедино. Пока наш календарь, наше время принадлежит не нам, а этим фараонам, мы остаемся рабами. Вот так просто. Так что же делать? А вот здесь мы и возвращаемся к той самой, казалось бы, странной заповеди. Оказывается, это и был первый шаг к настоящей внутренней свободе. Вернуть людям право собственности на их собственное время. Великий мудрец Рамбам объяснял, что календарь — это не просто расписание, это как скелет для тела. Без него вся осмысленная жизнь просто рассыпалась бы. Он превращает обычные дни в священные моменты, а без него праздники — это просто случайные даты. И вот тут просто поразительная вещь. Бог, по сути, делает людей соавторами времени. Вы только вдумайтесь, новый месяц не начинался автоматически по расчетам. Он наступал только тогда, когда специальные наблюдатели видели новую луну, приходили в суд, и суд провозглашал «мекудаш» — «освящен». То есть люди активно участвовали в создании священного времени. Но и это еще не все. Есть еще один, более глубокий уровень. Почему был выбран именно лунный календарь? Ведь у египтян, их угнетателей, был солнечный, и этот выбор, оказывается, несет в себе целое мировоззрение. Смотрите, какая разница. Солнечный календарь египтян — это про неизменность, жесткость, даже фатализм. Солнце всегда одинаково, его цикл неумолим. А лунный календарь, он совсем другой. Луна живая, она растет, убывает, даже полностью исчезает во тьме, но потом обязательно рождается заново. Это же чистый символ надежды и обновления. Сам язык иврит нам на это намекает. Слово «ходеш», то есть «месяц», и слово «хадаш», то есть «новый» — это однокоренные слова. Получается, каждый месяц по своей сути — это уже что-то новое, это шанс на обновление. Вот оно, великое послание лунного календаря. Даже когда кажется, что все, полная тьма, конец, всегда возможно возрождение. Это как будто Бог говорил тем рабам: да, ваше прошлое было ужасным, но оно не определяет ваше будущее. Каждый месяц я даю вам шанс начать все с чистого листа. Итак, с философией, кажется, разобрались. Но как применить эти древние уроки в нашей реальной, современной жизни, в нашем Египте, с его дедлайнами и суетой? Смотрите, есть огромная разница. Светский тайм-менеджмент учит нас, как впихнуть побольше дел в 24 часа. Его цель — эффективность.
А еврейский подход — это не про управление временем, а про его освящение, его цель — смысл. А это значит не добавлять задачи, а наоборот, смело вычеркивать лишнее, чтобы освободить место для главного. Как это сделать? Вот 3 простых, но очень мощных шага. Во-первых, установите границу. Начинайте день не со смартфона, а с того, что для вас священно. 10 минут тишины, молитвы, размышлений. Во-вторых, практикуйте паузу. Раз в месяц, в новолуние, остановитесь и спросите себя, а кто управлял моим временем в этом месяце? Я или мои фараоны? И в-третьих, освящайте первенцев. Отдавайте первое и лучшее время дня тому, что для вас по-настоящему важно. И в итоге все сводится вот к чему. Настоящая свобода — это не когда у нас много свободного времени в отпуске или на пенсии. Нет, свобода начинается в тот момент, когда мы точно знаем, на что его потратить, когда наши ценности определяют наше расписание, а не наоборот. И в конце концов все упирается в один простой вопрос, который стоит задать себе. Чей календарь на самом деле управляет нашей жизнью? Кому она принадлежит? Корпоративным дедлайнам, бесконечным уведомлениям или все-таки нам самим? Выбор за нами.